Каждая сделка добавляет новую точку на график цены. И чем ликвиднее инструмент, тем быстрее меняется график. Анализировать такие изменения – сложная задача. Но, к счастью, у нас есть свечной график, который наглядно показывает все важные изменения цены за выбранный интервал времени. Свеча состоит из тела, расстояния между ценой открытия и ценой закрытия, и фитилей, нижний минимум и верхний максимум за интервал. Чтобы с одного взгляда было понятно, как двигалась цена, договорились. Если закрытие выше открытия, свеча белая или зеленая. Фитили показывают максимум и минимум. Если цена большую часть времени снижалась и закрытие ниже открытия, то такие свечи отмечают черным или красным цветом. Здесь важно понимать, свечи никак не меняют график цены. Но с увеличением таймфрейма на графике видно все меньше и меньше деталей. Если представить тот же ценовой график, но в разрезе 10 минут получится свеча без тела, так как открытие и закрытие будут на одном уровне. Как видите, из двух обычных свечей только за счет смены таймфрейма получили свечу дожи. Дожи — свеча с маленьким телом или без тела, как в нашем случае. Когда смотрим на график, полезно представлять за каждой свечой движение цены. Вы спросите, а почему именно так лучше? Отмечать траекторию цены, а не как-нибудь по-другому. Например, так. В принципе, можно. С формальной стороны все верно. Но есть одно но. Обычно цена двигается по самой короткой траектории. И если сравнить первую длину пути со второй, то, как видим, вторая почти на 80% длиннее. Прежде чем перейдем непосредственно к свечным паттернам, разберем общие принципы их работы. Первая группа паттернов использует принцип отвержения. Цена пробивает уровень и не находит за уровнем заявок на покупку, если говорим о пробое сопротивления, или заявок на продажу, если говорим о поддержке. Сильный сигнал в подобной ситуации – резко возрастающий объем. Но этот объем не усиливает тренд, а гасит, так как он двигает цену в обратном направлении. На это нужно обращать внимание, потому что при сильном направленном движении появилась сила, которая способна остановить движение. Значит, тренд слабеет. Вторая группа использует принцип ослабления на подходе к уровню. Цена проявляет признаки замедления, что часто выглядит как закругление на подходе к уровню и переходит в диапазон. На границе с уровнем может появиться повышенный объем. Это будет дополнительным сигналом к ослаблению движения. Помните, что оба эти принципа будут работать только на сильных уровнях и на коррекции к основному движению. Поэтому используем свечные модели разворота, которые формировались на значимом уровне во время коррекции к основному тренду. Потому что исходим из закономерностей. Тренд скорее продолжится, а развороты происходят на значимых уровнях. Один из самых популярных свечных паттернов – падающая звезда. Свеча должна быть сформирована на уровне во время отката на нисходящем тренде. Для входа в сделку нужно дождаться закрытия свечи под уровнем. Желательно, чтобы за уровнем свеча набрала основной объем. После закрытия свечи выставить под нижнюю тень стоп-лимит на продажу. Стоп-лосс за хай свечи. На нисходящем движении близнец падающей звезды – молот. Паттерн стоит ожидать на уровне во время отката на восходящем тренде. Для входа в сделку нужно увидеть закрытие молота под уровнем. Хорошо, если за уровнем свеча набрала большой объем. После закрытия свечи выставить за хай стоп-лимитную заявку на покупку. Стоп за минимум. Медвежья харами. Сигнал о слабости на подходе к уровню. Паттерн нужно использовать только на хорошо видном, очевидном уровне при откате на нисходящем тренде. Усиливает сигнал экстремальный объем при формировании харами. Для входа в сделку нужно дождаться закрытия свечи и выставить стоп-лимит на продажу под лоу. Стоп-лосс за уровень. Бычья харами. Паттерн стоит использовать только на тренде вверх. Сигнал должен формироваться на очевидном уровне во время отката на восходящем движении цены. Подтверждает сигнал значительный объем, появляющийся, когда цена приближается к уровню. Входить после закрытия свечи, выставив стоп-лимитную заявку на покупку под хаем свечи. Стоп за уровень. Крест харами. Так же, как и медвежья харами, признак слабости движения цены. Сигнал стоит использовать на очевидном уровне сопротивления при откате на тренде вниз. Сигнал усиливается, если около уровня цена показывает значительный объем. Входить на продажу стоп-лимитной заявкой ниже лоу свечи. Стоп-лосс за сопротивление. Крест харами, возникающий на поддержке, можно использовать для входа в лонг только если глобальный тренд вверх. Усиливает сигнал повышенный объем, появляющийся, когда цена приближается к уровню. Если рассматриваете сигнал, сформированный на старшем таймфрейме, загляните внутрь.
То есть изучите, что происходило на младшем таймфрейме. Обратите внимание на объем. Медвежье поглощение – один из сигналов, формирующихся сложным пробоем. Обычно подобные сигналы более сильные. Правда, только в том случае, если уровень определен верно. Сигнал усиливается, если на свече поглощения в момент пробоя появился объем. Это значит, за уровнем продавцов оказалось больше, чем покупателей, и они двинули цену вниз. Бычье поглощение. Обратите внимание, бычья свеча пробивает уровень и идет ниже. В такой ситуации ниже уровня поддержки стоят стопы быков и стоп-лимитные заявки медведей, планирующих открыть продажу ниже уровня. Если, попав в плотность стоп-лимитов, цену не утянули ниже, значит покупателей было больше. Сигнал можно использовать только на восходящем тренде. Отбитое наступление быков или торможение. Схожие по принципу комбинации. Здесь важно обратить внимание, чтобы обе зеленые свечи протестировали сопротивление. Тест уровня и уход ниже – это признак слабости. На подходе встретили медведя, но закрытие небольшой свечой под уровнем – признак силы. Если после этого не пробиваем уровень – слабость. Входить только на коррекции нисходящего тренда. Отбитое наступление медведей или торможение на уровне. Хорошо, если при тестировании поддержки цена покажет повышенный объем, это усилит сигнал. Также, чем ближе к поддержке будет закрытие, тем лучше. Входить можно только после того, как сформировалась вторая свеча. Стоп ставить за уровень поддержки. Открывать сделку только в направлении глобального тренда. Сильный верх или медвежья крепость. Сильный сигнал, особенно если он сформирован на старшем таймфрейме, серьезный признак слабости покупателей. Паттерн стоит использовать только на коррекции нисходящего тренда. Можно входить лимитом около уровня, но надежнее на пробой диапазона небольших свечей. Для этого можно использовать стоп-лимитную заявку на продажу. Бычья крепость. Входить в сделку можно только если сигнал сформирован на коррекции восходящего тренда. Уровень поддержки должен быть очевидным. Лучше, если он со старшего таймфрейма. Отличительная особенность паттерна – узкий диапазон небольших свечей на уровне. Усиливает сигнал повышенный объем. Сейчас покажу, как эти сигналы использовать на практике. Фьючерс Бера 15 марта. Слабое восходящее движение, максимум повышаются. При глобальном тренде вверх. Формируется крепость. Паттерн нерабочий, потому что сформирован без графического уровня. Против тренда и внутри диапазона. Ждем подтверждения, закрепления ниже уровня. Подтверждения не было. Цена приближается к верхней границе диапазона. Сформировалась падающая звезда. Сигнал разворота, но цена лишь тестирует максимум на среднем объеме. При пробое сопротивления сигнал рабочий, а так нет. Это хорошая иллюстрация того, как опасно использовать свечные паттерны в лоб, без дополнительного анализа и оценки ситуации в целом. Никогда не используйте даже самые замечательные свечные фигуры, если они сформированы против тренда без серьезных оснований. Покажу пример того, как могут выглядеть подобные рассуждения и анализ ситуации. Восходящий тренд, но на круглом уровне цена показывает явную слабость тренда. Сформировался паттерн медвежье поглощение. Входить на продажу стоп-лимитной заявкой, выставлять под медвежью свечу на пробой. Стоп за сопротивление. Оценим соотношение прибыли к риску. Хорошее соотношение начинается от 2 к 1. Заявка сработала, сделка на продажу открыта. Цена подтвердила нашу оценку ситуации. Цели пока не достигли, но уровень отмечен верно. Сейчас уже с уверенностью можно сказать, первую цель достигли. Как видим, цена пошла еще ниже, давая возможность взять вторую цель. В этом видео объединил ключевые элементы из моих роликов по анализу свечных паттернов, чтобы основные фигуры были всегда под рукой. Если решите разобраться в деталях, в описании к видео оставил ссылку на план. В нем есть правильная последовательность упражнений по каждой теме и ссылки на видео. Этот план можно использовать для самостоятельной проработки своей торговой стратегии и выработки навыков трейдинга. Мартовский бесплатный вебинар прошел хорошо. В конце апреля будет следующий, но тема пока не определена. Вы можете принять участие в опросе на моем канале в Телеграме. Вся информация о вебинарах будет в моем Телеграм-канале. Ссылка в описании. До новых встреч!